Сегодня у нас анализ соло группы Мегасмерть, которая называется Tornado of Души. Этот анализ будет не урок по самому соло, то есть у нас я не буду говорить, какие жать лады, какие дергать струны, куда их тянуть и зачем. Это вы увидите в табулатурах, которых полный интернет. Не в этом смысл этого соляка. Если что, ссылка на мое исполнение будет либо тут, либо тут, либо там, либо в другом месте, либо ссылки в описании. Короче, я первый раз это делаю, поэтому где-то там будет моя ссылка. Вот, там я играю это соло полностью, вы это все можете ознакомиться, посмотреть, полюбоваться. Если понравится, ну, значит хорошо, значит я молодец. Автор этого соло великолепный и неповторимый, непревзойденный досели и сидим, блядь. Доселе непревзойденный Марти Фридман. Не зря его называют королем медленных нот. Что ж, погнали разбираться. Собственно, вот она первая часть. Начинается она прямо с козырей. Фирменное блюдо Марти Фридмана. У нас первый бенд. Его нужно разделить на несколько частей. Смотрите, сначала мы его со скрипком так бьем. Первую нотку. Далее мы ее чуть-чуть на долю секунды перетягиваем и возвращаемся обратно. Примерно бенд получается, ну, где-то на тон. Мы перетягиваем на тон, потом возвращаемся обратно на ноту, с которой мы начинали бенд. И после этого на полтона уже тянем ее до ноты, которая нам и необходима. Это нота Си. И там делаем небольшое, но уверенное вибрато. То есть все вместе это получается медленно. Вот такая вот штука. Этот прием имитирует плаксивость, такой эмоциональный нерв, хнык, и задает настроение для начала этого соло. В общем, без этого соло работать не будет. Потому что если играть так, ну, довольно роботизировано, то есть невкусно, не фирмово. Мы так не делаем. Далее у нас соло идет по гамме вверх. Каждая нота смакуется со скрипками и с широким вибрато в конце, тоже как бы в этом же настроении, продолжая это произведение. И даже Фридман чуть-чуть мимо ритма там плавает в оригинале. Можно немножечко тоже там поиграть в классику и поплавать по ритмике, но в целом можно и четко сыграть. Далее. Бенд что-то нам напоминает. То же самое, абсолютно та же самая техника, что и была в самом начале. Только в конце у нас нету вибрато, мы сразу переходим, как только мы дошли до этой нотки, переходим к пассажу. Конец пассажа мы обязательно выделяем широченным вибрато. Очень вкусным, сочным, таким хорошеньким. Самое главное, когда мы делаем вибрато широкое, мы его делаем ритмично, не перетягивать. То есть возвращаться всегда на ноту, с которой мы начинали, чтобы понимать, какая нота играется, чтобы это было слышно. Первая часть позади. Следующая часть. Вторая часть очень красивая, очень классная. Здесь не очень важен текст, в смысле вот именно нотки, табулатура этого арпеджио, потому что вы посмотрите самостоятельно, там разберете, и наверняка вы уже знаете, как играть его. Нам главное не само арпеджио, а как мы из него будем выходить, потому что выход там гораздо важнее, чем
само арпеджио. Поехали. Вот эти бенды сейчас мы будем разбирать. В них весь сок, вся сочность, весь секс этого произведения. Смотрите, сыграю для начала медленно. По кусочкам. Первый бенд обычный, на полтона вверх, ничего необычного. Потом мы снова играем нотку, еще раз бьем медиатором, возвращаемся обратно. А вот второй бенд уже у нас разбивается в несколько частей. Мы начинаем играть с уже взятым бендом на полтона. И такое делаем контролируемое вибрато. Раз. И медленно возвращаемся обратно. То есть получается, если медленно, вместе. Я сделал флажолет, но это случайно получилось. И возвращаем, и идем по тексту дальше. С широким вибрато. Что-то случилось? Далее. Ну, здесь какие-то нотки. Опять же, концовка здесь гораздо важнее, чем эта вся херня. Смотрите, очень такой резкий бенд на тон вроде. Который делается, бросается резко, небольшая пауза и здесь широкая вибрато. Вместе выходит, что у нас? Как-то так. Третья часть. Поехали. Здесь тоже, казалось бы, сильно ничего интересного нету. Бегаем по различным арпеджио пассажам. А вот здесь вот нужно попасть на бенд 1,5 тона. И причем и вернуться в эту же нотку. И тоже с хорошим вибрато, красивым, чтобы это не обосралось все. Потому что обосраться можно здесь в целом. Арпеджио легко можно обосраться. Но главное красиво выйти. Чтобы все забыли, как вы обосрались, пока играли арпеджио. Далее у нас тоже широкое вибрато. Все фразы всегда заканчиваются, не бросаются бездумно, всегда осмысленные. Либо это вибрато, либо это какой-то скребок, либо это какой-то там флажолетик или еще что-нибудь. Никогда никакая фраза не бросается просто так в небытие. Всегда это точка жирная, сочная и понятная. Вот. Следующая часть. Начальный бенд. В оригинале играется здесь вибрато. Можно сыграть в целом такой бендик, медленно идущий наверх. Можно и так, и так. Если хотите как оригинал, сделать так. Дерзкий такой бенд. Немножечко звучит странновато, но очень круто ложится. Далее. Тут тоже местами играется ровненько, это пентатоника. Здесь надо дернуть струну обязательно. Это где-то надо быстро потренироваться придется, смотрите.
Далее у нас идет пробежечка, довольно непростая. Быстро показывать не буду, потому что сыграть сейчас ее не смогу. Показываю медленно. Ну и последняя часть. Здесь в целом сложность только в технике. Нужно сыграть чистенько, чтобы не звучало интервалов, как в оригинале, например, звучит. Я рекомендую вам правой рукой постараться замьютить вторую струну, играть по ней уже с палмьют. Ну, это как такой лайфхак небольшой. В целом, лучше, конечно, это не использовать, но как бы, если вы не собираетесь жить 300 лет и дрочить эти все пассажи, то можете использовать вот это вот. Далее по тексту. В этом месте требуется довольно большая растяжка. И, ну, на концертах не очень любят ее использовать гитаристы Мегасмерти, да и в целом, ну, дома это можно сыграть, но на концерте стоя неприятно, поэтому иногда играю так. О, извините. Но по тексту, конечно, правильно так. И тоже гораздо важнее, как вы из этого говна всего выберетесь. А выберетесь вы через охуительный бенд. Не здесь, а здесь. И на тон. Вот я вот не смог. Вот таким вот образом. Последнюю часть разбирать я не собираюсь, потому что в целом я думаю, скорее всего, что Марти Фридман просто импровизировал на студии и что-то там какую-то от себя налепил. По большому счету там разбирать нечего. Подытоживая. Есть несколько пунктов, которые нужно помнить, играя... Вообще, на самом деле, все соляки Марти Фридмана, они примерно по одним и тем же законам работают. Это бенды. Они у него составные, разбиваются на несколько подбендов, можно так выразиться. Нужно смотреть медленно, разбирать, как он это делает. Всегда следите за тем, чтобы вы попадали в нужные ноты, когда вы делаете бенд, и чтобы вы возвращались обратно, и чтобы вы везде четко контролировали то, что вы делаете. Бенд в целом, по природе, техника свободная, можно что угодно на ней там сыграть, абсолютно любую хинею, потому что там нет никаких рамок. Как вы тянете, так вы играете. Но нужно попадать. Далее. Я бы это назвал как ведение мелодии, так голосоведение. Мелодия должна идти как какое-то предложение, как какой-то рассказ. То есть то, что я не могу осилить на гитаре, можно осилить. Не должно казаться, что это соло состоит из разных частей. Это как будто все одна история. Ну, это сложно объяснить, как бы технически это не объяснить никак, но это нужно как-то передать через свой инструмент. Это и отличает профессионального музыканта от любителя, по сути, на самом деле, потому что профессионалы с помощью своего инструмента рассказывают какую-то историю. Это все единое целое, и это не разделено на какие-то отдельные упражнения или на какие-то отдельные фразочки, как мы обычно учим соляки. Есть одна фраза, вторая фраза, третья фраза, а потом мы играем все вместе. Ну, так, но нужно это воспринимать как полноценное произведение. И третье, что касается всех соляков Фридмана, по большому счету, техническая сторона, то есть чистота всех пассажей, каких-то виртуозных вертушек, не так сильно важна, как вы входите в соло и как вы выходите из соляка. Под соляком я имею в виду фразы различные. То есть как вы играете... Вот эта вот часть не так важна, как вы... красиво из него выйдете. Это гораздо важнее, потому что вы можете сыграть идеально первую часть, но если вы обострете... Все, это заруинит абсолютно все. Вы просто уничтожите уши своих слушателей. Вот. По большому счету, это все, что хотел рассказать. Как я и говорил,
Это не про табы, это не про ноты, не про то, какие струны жать на каких ладах. Это больше про то, что, допустим, вы выучили какой-то соляк, конкретно этот, и понимаете, что вроде по нотам все правильно, но он звучит не так, соло не работает. Почему это соло может сыграть только Марти Фридман и Кико Лорейро? И ты. И я. Мегадет, свяжитесь со мной. Ребята, подписывайтесь, чтобы, упаси Господь, не пропустить какой-нибудь новый бешеный урок. Также напоминаю, что я сессионный гитарист, а также преподаю электрогитару. Всем расскажите. Подписывайтесь на мой YouTube, подписывайтесь на мой Instagram и на... А какой Instagram? Нельзяграм, блядь. Нельзя говорить Instagram. Подписывайтесь на мой Нельзяграм. Он разрешен. Подписывайтесь на мой VK и будьте здоровы.